Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. В преддверии нового 2023 года давайте посмотрим, каким же будет этот грядущий год для каждого знака зодиака. И сейчас мы остановимся на водолеях, посмотрим, что же ждет водолеев в будущем году. Выбирать ничего не нужно, у нас будет одна общая позиция для всех представителей этого знака. И начиная с того, каким будет общее настроение грядущего года, давайте посмотрим, что же ждет наших водолеев. Общая атмосфера грядущего года для водолеев. Непростое начало. Непростое начало. Вы знаете, год для вас будет действительно непростым. Но непростым в каком плане? Вы понимаете, что нужно двигаться вперед. А движение вперед, оно невозможно без выбора направления. Вот здесь будете, как-то, знаете, принимать решение относительно того, как поступить, с кем поступить, как дальше двигаться, да, какое направление выбрать. Очень много сомнений, много препятствий. Но преодолев эти препятствия, вы становитесь сильнее. Вот если вы пройдете, а вы пройдете, потому что здесь четко идет движение к цели, если вы пройдете, то вам уже не страшно будет абсолютно ничего. Здесь такое положение, когда вам нужно пройти эти трудности для того, чтобы стать сильнее. Это вот как закалялась сталь. Действительно, нужно преодолеть препятствия, трудности и понять, что я действительно могу. Повторюсь, вас могут одолевать сомнения, переживания, могут даже, знаете, вот быть такие мысли, а может лучше вернуться, может лучше никуда не двигаться, развернуться, тихонечко посидеть, отсидеться. Но есть цель, которой вы должны достичь, и к этой цели нужно идти, просто выбирая нужное вам направление. И тогда вы, оглянувшись назад, посмотрите и скажете, какой же я молодец, какая же я молодец, что все это сумела сделать, сумели мы сделать и осуществить. Давайте посмотрим, что будет в работе у водолеев. В работе все хорошо. Есть люди, которые готовы вас поддерживать. Вот вы знаете, тройка кубков очень часто отыгрывается как работа со своими, либо с родственниками, либо с хорошими друзьями. Здесь вас окружают единомышленники. Кем бы они вам ни приходились, кровные родственники, близкие друзья, просто люди, с которыми вы сумели найти общий язык и теперь движетесь к одной общей цели. Здесь все хорошо. Плюс стабильная ситуация, стабильное положение, которое даже на будущее дает какие-то, знаете, вот перспективы весьма положительные, весьма благоприятные. И те трудности, потому что здесь без трудностей тоже не обойтись, те трудности, которые встанут на вашем пути, вы успешно преодолеете. Здесь будет победа за вами. Единственное, что при достижении этой победы, при получении этой победы, при достижении целей, важно руководствоваться такими принципами и аргументами, которые будут основаны на каких-то честных словах, честных поступках, потому что пятерка мечей, она такая очень конфликтная карта. Здесь, да, действительно, победу можно одержать, но очень важно отслеживать то, чтобы не было как выиграли бой, но проиграли войну. Вот в этой битве вы одержите победу, это 100%. Но очень важно, чтобы эта победа не была временной, чтобы она в дальнейшем принесла вам вот именно постоянный триумф. Да, здесь много сил потребуют те цели, которых вы планируете достичь в работе, но у вас все стабильно. Есть люди, которые вас готовы поддержать. У многих это прям вот женская фигура, у кого-то мама, у кого-то супруга, у кого-то это сестра может быть. Но в работе в целом все хорошо, да, не без трудностей, но трудности вы однозначно преодолеете. Больше страхов, не бойтесь. Здесь страхи, они только мешают, они беспочвенны. Здесь вы идете как будто бы под покровительством высших сил, которые вам сопутствуют, вас защищают. Что с финансами, водолеев? Предыдущий год с финансами.
какие-то новые возможности, но почему-то вы как будто бы не решаетесь принять эти новые возможности. В целом с финансами все хорошо. Возможны траты на движение вперед, на поездки, на переезды. Либо это развитие бизнеса, либо это развитие какой-то другой сферы, когда вы вкладываетесь во что-то. Либо это траты на поездки, переезд и улучшение нынешнего текущего состояния. Плюс идут какие-то возможности заработать. Вы можете, повторюсь, как будто искать шансы их принять, но не всегда видите. У кого-то будут отыгрываться кредиты, либо необходимость как-то вот экономить для того, чтобы вложить во что-то большее. Тем не менее, по финансам я не вижу каких-то таких тупиковых ситуаций, которые могли бы образовать дыру в вашем кармане. Нет, здесь такого не будет. Не так ярко, не так замечательно, как хотелось бы, могло бы быть и лучше, но с тенденцией на увеличение прибыли в будущем. И те возможности, которые идут к вам в руки для того, чтобы заработать, здесь, кстати, могут близкие люди оказывать вам поддержку, помогать с погашением кредитов, помогать скопить вам необходимую сумму на то, что вам нужно. И вот эти возможности, их важно увидеть, потому что восьмерка мечей – это карта не фатальности, это не такое значение, что нет и все. Важно уметь развязать глаза и руки. И как только у вас будут развязаны глаза, вы увидите новые возможности. Как только вы развяжете руки, вы сумеете взять то, что вам нужно. Поэтому те шансы для заработка, для получения прибыли, которые будут идти к вам в руки, вы, пожалуйста, старайтесь не упускать. Может быть, вас будут не устраивать какие-то условия, но в таком случае важно уметь искать компромисс, потому что здесь действительно хорошая тенденция к увеличению прибыли, к увеличению заработка. Далее личная жизнь у водолеев. Что ждет водолеев в личной жизни? Жизни. Такое чувство, что вот эти вот негативные карты в сигнификаторах, они относятся как раз-таки к личной жизни, потому что ситуация здесь непростая. Во-первых, нужно отметить, что новых знакомств, новых людей в вашей жизни не предвидится. То есть не будет каких-то многообещающих встреч новых, не будет каких-то знакомств, которые могут положить начало развитию отношений. Все сводится к тому, что вам нужно защитить то, что вы имеете. Все, что будет происходить с вами в личной жизни, будет происходить в контексте отношений с тем человеком, который уже в вашей жизни присутствует. Возможно, ложь, возможны измены у многих, потому что семерка кубков – это такое состояние, когда кто-то может, впадение в иллюзии, да, в такое измененное состояние, кто-то выпивает, кто-то как-то, вот знаете, стремится оторваться от реальности различными способами. У кого-то, да, действительно, семерка кубков отыгрывается как измены. И семерка жезлов – это такое состояние, когда вы стремитесь защитить то, что вам дорого. Вы стремитесь, вот посмотрите, отбиться от недоброжелателей. Причем, вы знаете, если речь идет про соперников-соперниц, то эти соперники, они как проверка на прочность. Здесь ни одной фигурной карты, ни мужской, ни женской. Здесь нет тех людей, которые могли бы составить конкуренцию вам, либо вашему партнеру. Это все как проверка на прочность. Тем не менее, здесь некий такой тупик. Здесь действительно такое состояние, когда вот нужно эти трудности пройти. Да, у многих действительно это связано с какими-то интрижками на стороне, но принц кубков – это всего лишь интрижки, это всего лишь желание романтики. Вот знаете, такое ощущение, что собственные отношения, свои стабильные отношения, они наскучили, нет эмоций, и мы пошли добирать эти эмоции где-то на стороне. Из чувства эгоизма. То есть меня не любят так, как мне хотелось бы. Поэтому я буду пытаться найти эту любовь где-то вне своих постоянных отношений. Ждет серьезный разговор, скорее всего, но вы здесь выстоите, вы сделаете правильный выбор. Вот эти тучи и этот выбор, они относятся больше к личным отношениям и необходимости
выбрать правильный путь, правильное направление вот именно в сфере личной жизни. Выберите правильное направление, сделайте правильный выбор, и все вот эти моменты, которые действительно искушают оторваться от реальности, они будут вами пройдены. Давайте подробнее личную жизнь. Что же вот личная жизнь? Шансы будут даны на то, чтобы улучшить. Да, здесь все хорошо будет. Здесь действительно сложный период, но вы пройдете его благодаря вашей мудрости, благодаря тому, что делаете правильный выбор. И здесь однозначно, ну, Верховная Жрица очень часто она указывает на сторонние женские фигуры, да, знаете, как любовницы, либо женщины для разговоров по душам. В данном случае это скорее, знаете, вот кто-то из работы с эмоциями. Психолог, таролог, астролог, эзотерик. Кто-то мудрый, кто умеет дать совет. Либо же это вы сами, когда вот тот шанс, который будет дан на то, чтобы улучшить и сохранить ваши взаимоотношения, вы используете благодаря вашей мудрости. И союз ваш будет сохранен. Поэтому по итогу... Ну, собственно, как и было видно изначально, пройдете трудности, и все будет хорошо. Это будет, знаете, как своеобразный такой жизненный экзамен. К чему стоит стремиться водолеям в грядущем году? К чему стоит стремиться водолеям? Провести работу над ошибками и опираться на свой собственный опыт. Думать головой, не поддаваться эмоциям, уметь мыслить здраво. И двигаться к достижению цели. Ни в коем случае не опускать руки. Быть при мужчине, при императоре. Все внимание, вот все эти ошибки, они связаны с императором. Сделайте работу над ошибками, сделайте правильные выводы. Умейте мыслить здраво. Умейте понять, что есть ваша истинная цель. А чего стоит остерегаться? Чего остерегаться стоит водолеям в будущем году? Праздной жизни. Вот знаете, вот здесь этот эгоизм и желание такой вот, знаете, романтики, вечного праздника, они могут искушать. И здесь, скорее всего, искушение будет именно для вас, для женщины, потому что кубковый король, мужчина, который идет с чувствами, он не может вам пообещать чего-то серьезного. Он только, знаете, как змей-искуситель. Будьте осторожны. Велика вероятность того, что на празднике будет какое-то знакомство, либо на каком-то таком увеселительном мероприятии. Хотя, вот здесь... Смотрите, появится мужчина, которому вы можете отдать предпочтение, искуситель, может появиться вслед за этим и женщина. То есть здесь уже даже возможен риск не треугольника появления, а четырехугольника. Это, знаете, как клубок, как снежный ком, дальше, дальше и дальше. Поэтому не давайте волю вот этим вот таким искусительным эмоциям. Умейте мыслить здраво, умейте не поддаваться соблазну. Делайте правильный выбор. Совершенно вот точно изначально у нас эта карта показала направление, атмосферу грядущего года. И каким же будет совет для водолеев? Совет для водолеев на грядущий год. Все правильно, звезда. Двигайтесь к намеченной цели. Четко, не сбиваясь с намеченного курса. Не нужно полутонов. Нужно четко выстраивать курс на будущее. И умейте прочувствовать. Тройка мечей — это вообще карта милосердия, карта сострадания. Да, здесь действительно будут моменты, когда нужно поставить на чашу весов вот именно здравый смысл и умение прочувствовать эмоции тех людей, с которыми вы взаимодействуете. И полагаясь на то, что вы ставите в приоритет, какие цели у вас приоритетные в грядущем году, вам важно уметь принимать решение. И принимать это решение с позиции милосердия, понимания. Пропускайте все через сердце. Не рубите с плеча, а очень здраво и разумно подходите ко всему. Принцесса Пентаклей, шансы, возможности. Очень много возможностей у вас в будущем году вас ждет, и постарайтесь эти возможности не упустить, потому что здесь действительно весь год у вас будет состоять из выборов. Брать, не брать, идти, не идти. Если идти, то как, по какой дороге. И вам важно вот эту дорогу выбирать очень четко, потому что если не выберете вы, то, соответственно, возьмете то, что вам досталось, либо кто-то другой решит за вас.
Старайтесь этого не допускать, а решать все самостоятельно, получая инициативу в свои руки, точнее, забирая инициативу в свои руки. Вот такой у нас с вами получился прогноз для водолеев на грядущий год. Я благодарю всех, кто проявил интерес к этому видео. Буду рада и благодарна вам за обратную связь. До встречи в новых видео.